Всем привет, меня зовут Алевтина. В этом видео я покажу, как преобразить обычную белую футболку и сделать ее неповторимой. Чтобы сделать штампы для печати на ткани, распечатываю картинку, которая мне больше всего по душе, 2 копии. Штампы буду делать из обычного линолеума, дома в наличии было 2 вида, один потолще, а другой потоньше. При помощи ацетона очищаю обратную сторону линолеума, стирая с него ненужный рисунок. Для каждой птицы будет отдельный штамп, а для крупных ласточек по 2 штампа. Один под основной цвет, а другой с детализацией. Перевожу рисунок очень легким способом. На ватный диск наношу ацетон, кладу картинку распечатанным слоем на линолеум и с обратной стороны хорошенько втираю рисунок. Когда ацетон немножко испарится, поднимаю бумагу и вуаля, птичка четко и красиво отпечаталась. Отделяю каждую птичку от основного куска линолеума. Маленьких птичек вырезаю сразу по контуру при помощи макетного ножа. Здесь очень важно вести лезвие одним движением, чтобы получился ровный край. Для того, чтобы края у птички были разделены, канцелярским ножом делаю углубление. Сначала подрезаю под углом с одной стороны, а потом с другой стороны, и лишний кусок убираю. Получается углубление. Главное, смотрите, чтобы срезы были ровные. И вот штамп для маленькой птички уже готов. Переходим к большим птицам. Как я и говорила ранее, для них делаю 2 штампа. Один фоновый, а второй более детализированный. Так же, как и маленькие птички, фоновый штамп вырезаю по краю. На нем не стараюсь вырезать фигурное оперение крыльев, просто срезаю их по прямой. Оба этих линолеума пористые, и по идее они оба не подходят для применения в линогравюре. В идеале использовать старый советский линолеум, но я не нашла и решила использовать то, что есть. Думаю, что у меня получилось. Вот этот линолеум, который потолще, очень рыхлый, я решила его не использовать. А второй потоньше, поплотнее, с ним я и буду работать. Детализированный штамп вырезаю канцелярским ножом. Аккуратно острием прохожу по рисунку, но прорезаю не до конца, а доходя до плотного основания линолеума. Когда все прошла, осторожно ножом срезаю весь вспененный материал до линии надреза. Таким образом вырезаю все белые участки. Дохожу до оперения. Если бы линолеум был плотный, то можно было бы белые участки оперения легко вырезать тонкой стамеской по дереву. Но так как я работаю с очень пористым материалом, перышки вырезаю таким образом. По кругу срезаю ножом, проходя сначала с одной стороны, а потом с другой стороны, соприкасаясь уже с вырезанной частью и убираю лишнее. Когда фон птицы уже готов, остается вырезать ее по контуру. Птицы, конечно, летают у нас по небу, поэтому силуэт облаков делаю из простого картона. Теперь облака и птицы готовы, можно приступать к печати. Обязательно не поленитесь и сделайте пробную печать на ткани, чтобы понять цветовую гамму и расположение рисунка. Все готовые штампы я протираю на всякий случай ацетоном, чтобы черные полосы не отпечатались на ткани. Использую разбавитель для красок, он нужен для того, чтобы краска быстро не сохла на штампе.
А сами краски у меня Деколо и Пибео по ткани. Краски наношу обычной губкой для мытья посуды. Разделяю ее на несколько секторов. Каждый кусочек будет отвечать за определенный цвет. На палитре смешиваю краску для облаков и штампующими движениями легко прохожу сверху картонного трафарета. Получаются облака. Благодаря тестовому варианту я понимаю, сколько нужно добавлять разбавителя краски и какой интенсивности мне делать цвет. Также пробно печатаю мелких птичек. Те, которые находятся вдали, более светлые, а те, которые вблизи, потемнее. Осталось сделать пробную печать больших птиц. Окрас ласточки будет состоять из нескольких цветов. Тело серенькое, а кончики крыльев и хвоста бирюзовые. Губкой смешиваю эти цвета прямо на штампе. Голову крашу в бордовый. И опять же повторюсь, что на пробном варианте легко понять, что изменить в чистовом варианте. Для детализированного смешиваю черную краску и наношу на штамп. Здесь самое главное соединить клюв и хвостик, чтобы все отпечаталось. На хвостике этой птички и в центре большой птицы отпечатался лишний контур. Это потому, что я плохо подрезала и по цвету получилось более приглушенно. Буду делать краску более яркой. Осторожно с ножом срезаю все недочеты. Все штампы готовы, цвет откорректирован и подобран. Можно приступать к декору одежды. В магазине купила вот такую белую футболку. Булавками размечаю на ней центр. Так как композиция будет находиться внутри круга, то на выручку мне пришла крышка от кастрюли. При помощи линейки располагаю крышку ровно по центру и небольшими кусочками малярного скотча обклеиваю ее по кругу. После убираю крышку и хорошенько проклеиваю края скотча, чтобы под него не затекла краска. Внутрь подкладываю книжку, для того, чтобы не запачкать спинку футболки и было удобно давить на штамп сверху. Края футболки заправляю, а все открытые участки закрываю бумагой, чтобы не поставить кляксу. Находим идеальную для себя композицию и приступаем к печати. Как и в пробной печати, я начинаю с облаков. Чтобы рельеф не повторялся, просто меняю стороны трафаретов. И вот в небе появляются наши ласточки. Наношу детальный штамп и вуаля, летит птица. Добавляю маленьких птичек и почти готово.
Когда пропечатывала большую ласточку, соединила клюв и хвостик. Но так как трикотаж тонкий и немного растянулся, пошло небольшое искажение. А еще сильно надавила на тело, и оно запачкалось черной краской. Но это не беда, пока краска сырая, можно аккуратно убрать ее ватной палочкой и подкрасить серой краской. Убираю малярный скотч и через 24 часа, как написано в инструкции, проутюживаю горячим утюгом через хлопчатобумажную ткань без пара. Таким образом, вооружившись только линолеумом, макетным ножом и несколькими банками краски для тканей, можно кардинально изменить вещь и сделать ее неповторимой. Таким способом можно преобразить любую вещь и сделать ее только вашу и в вашем стиле. Либо закрыть пятно, которое вы посадили на любимую одежду. На этом я с вами прощаюсь. Пока!